Привет, Арми. Представьте себе мужчину, который никогда не скрывает своего восхищения. Каждый раз, когда он видит дорогого ему человека, слова похвалы просто текут рекой. Это Чингук. А человек, который всегда является источником его восхищения, Ким Тэ-хён. Однажды на YouTube появился монтаж, который длился почти час. Чингук постоянно говорил о том, какой красивый Тэ-хён. Целый час. Представляете? Это был не просто контент, это было доказательство того, что Чингук никогда не мог сдержать своих чувств. И вот откуда родилась идея этого видео – собрать каждый момент, каждое слово, когда Чингук говорил о красоте Тэ-хёна не один раз, не два, а снова и снова, пока все мы, смотревшие, окончательно не убедились, что в глазах Чингука Тэ-хён самый красивый мужчина в мире. Помните тот прямой эфир, где Тэ-хён смутился из-за того, что появился без макияжа? Вместо того, чтобы согласиться, Чингук улыбнулся и сказал, что Тэ-хён все еще выглядит очаровательно. Он даже невинно добавил: «У тебя и ноги красивые», простые слова, но такие искренние. И кто забудет, как Чингук смутился и покраснел, назвав Тэ-хёна самым красивым мужчиной в мире. Намджун даже поддразнил его, потому что ему было явно неловко, в то время как Тэ-хён с неловким выражением лица мог только смущенно улыбнуться и быстро сменить тему. А еще был день, когда Чингук тайком заснял Тэ-хёна во время фотосессии. Камера его телефона постоянно приближала лицо Тэ-хёна, пока Чингук наконец не прошептал тихо: «Он очень красивый», простой момент, но такой искренний, словно идущий от самого сердца. Комплименты не звучали только на камеру или в прямом эфире, даже в непринужденном разговоре Чингук не мог сдержаться. Пока Тэ-хён готовил, Чингук спонтанно заметил, что он красив, даже когда возится на кухне. Когда они открыли альбом, Чингук в который раз сказал: «Тэ-хён – самый красивый мужчина в мире». Что интересно, когда его попросили назвать сильные стороны Тэ-хёна, Чингук не стал выделять его навыки или личность, а просто ответил: «Он красивый». Так просто, так искренне. И вот тот незабываемый момент, когда Чингуку пришлось выбирать между 5 Тэ-хёнами сразу и одним 5-летним Тэ-хёном. Он невинно ответил: «Если Тэ-хёнов будет слишком много, мне придется носить солнцезащитные очки, потому что они слишком яркие, слишком красивые. Кто может поспорить с такой милой причиной?» Все эти моменты, вместе взятые, ясно показывают одно: для Чингука Тэ-хён не просто красивый. Он – стандарт, эталон, само определение фразы «самый красивый мужчина в мире», и каждый раз, когда Чингук это говорит, Тэ-хён всегда краснеет, усмехается или даже делает неловко. Но мы все знаем, что за всем этим кроется тайное чувство гордости. В конце концов, Чингук, вероятно, не хотел, чтобы это было таким громким заявлением, но по коротким, повторяющимся словам, по неизменной застенчивой улыбке мы ясно видим в глазах Чингука, что Тэ-хён – первый человек, первое лицо, первый человек, достойный звание самого красивого мужчины в мире. Я постарался собрать даже самые маленькие отрывки с Чингуком, которые я мог пропустить, когда он говорил о красоте Тэ-хёна. Конечно, есть некоторые детали, которые я мог упустить. Порядок не хронологический, и вы, возможно, больше сосредоточены на фактах, чем на моем голосе, но суть в том, что я хочу выделить моменты, когда Чингук никогда не упускает возможности сказать Тэ-хёну, какой он красивый, до такой степени, что он иногда раскрывает то, что мы все и так знаем. Не забудьте подписаться на этот канал и следить за социальными сетями, указанными на экране. Также дайте мне знать в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующий раз. И если вам понравилось это видео так же, как и мне, я уверен, вы согласитесь. Слышать, как Чингук говорит о самом красивом мужчине в мире, это нечто особенное. Один из первых моментов был, когда Чингук прочитал простой комментарий, на который он мог бы просто ответить «да», но вместо этого он подчеркнул, что красота Тэ-хёна кажется ему нереальной. Был также день, когда Чингук запнулся, назвав Тэ-хёна самым красивым мужчиной в мире, и Намджун поддразнил его, потому что тот выглядел смущенным. Сам Тэ-хён почувствовал себя неловко и быстро сменил тему. Во время прямого эфира, когда Тэ-хён сказал, что ему неловко появляться без макияжа, Чингук сделал ему комплимент, даже добавив, что ноги Тэ-хёна тоже красивые. Чингук также однажды сказал, что Тэ-хёну все подходит, и убедился, что фанаты с ним согласны. В конце Тэ-хён дразнил Чингука в ответ, пока тот не потерял дар речи. Был также момент, когда Тэ-хёна назначили временным лидером, и Чингук тут же сделал ему комплимент, назвав его самым красивым лидером. К сожалению, Тэ-хён не понял смысла, заставив Чингука смутиться.
На этом комплименты не закончились. Чингук даже восхищался Тэхёном, когда тот спал, тайно снимал его во время фотосессий, увеличивал масштаб его лица, просто чтобы сказать ему, какой красивый у него подбородок. Раз за разом Чингук неосознанно говорил одну и ту же фразу: «Тэхён – самый красивый мужчина в мире», открывая альбом, пересматривая старые музыкальные клипы. Видя, как Тэхён появляется в видео с реакциями или даже в простых повседневных шутках, Чингук никогда не упускал возможности. Он делал комплименты Тэхёну во время готовки, стоя перед камерой, во время прямой трансляции на пляже, даже когда Тэхён подходил с напитком, он всегда находил способ сказать одно и то же: «Ты красивый». Однажды, в шутку, Чингук сказал, что выбрать сразу 5 Тэхёнов было бы слишком ослепительно, поэтому ему нужно было бы надеть солнцезащитные очки, чтобы скрыть свое обаяние, забавное, но явно искреннее оправдание. И самое трогательное, что каждый раз, когда Чингук говорил это, Тэхён, казалось, краснел. Но мы все знаем, что за шутками и восхищением Чингук действительно считал Тэхёна самым красивым мужчиной в мире. Для Чингука Тэхён был первым человеком, запечатленным в его сердце. Все эти моменты, вместе взятые, образуют четкую картину. Чингук никогда не мог скрыть своего восхищения. Он использовал любую возможность, даже самую маленькую, чтобы выразить свое восхищение Тэхёном. И это заставляет нас задуматься, осознает ли Чингук, что он говорил это так много раз? Или он действительно хочет, чтобы весь мир узнал, что для него Тэхён – самый красивый мужчина в мире? Для нас, наблюдающих за происходящим с экрана, эти моменты милы, забавны, иногда они заставляют и нас краснеть. Но для них двоих, возможно, это тайный язык, простой язык, который могут понять только два сердца, обожающие друг друга. Наконец, мы видим одну неоспоримую истину. Для Чингука Тэхён не просто друг, не просто товарищ по группе. Тэхён – кто-то настолько особенный, тот, кто так много раз его удивлял, что он не устает повторять: «Ты самый красивый мужчина в мире». В этот момент все почувствовали, как от Чингука исходит другая аура. Он все еще слегка улыбался, словно пытаясь скрыть неловкость, но его глаза не могли лгать. В них мелькнул легкий блеск, знак того, что его сердце в смятении. Джин продолжал называть Тэхёна самым красивым мужчиной в мире, словно не было других слов, чтобы описать его точнее. И это было правдой, Тэхён всегда был пленительным в глазах любого. Но для Чингука существовала невидимая черта, которую нельзя было переступать. Только он мог восхищаться, только он мог свободно обожать, только он имел право носить этот титул в сердце Тэхёна. Эта ревность не означала, что Чингук сомневался в Тэхёне или чувствовал себя обделенным. Напротив, она проистекала из глубины его любви, глубины его привязанности. Он боялся, что если услышит, как другие слишком часто хвалят Тэхёна так же, как он сам, часть их отношений покажется потерянной. И когда Тэхён улыбнулся в ответ на комплимент Джина, сердце Чингука дрогнуло так, как мог понять только по-настоящему влюбленный человек, смесь гордости и тревоги, радости и желания защитить. Но именно это делало их историю такой прекрасной. За ревностью скрывалась настоящая привязанность, нежное чувство собственничества. Для Чингука Тэхён был не просто самым красивым мужчиной на свете, он был самим миром. И, возможно, именно в этом и заключалась магия Тэхёна, в том, как их любовь проявлялась в самой что ни на есть человеческой форме, от смеха и комплиментов до сладкой ревности, которая лишь сближала их и делала еще более незаменимыми. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff.